Давай, рассказывай, кто ты и что за кипиш был? Привет, Алексей Бобрецов, экоактивист из Новодвинска. Последние О, 5 лет живу в Питере. Активно хорошо. участвовал в пикетах, в митинге 3 февраля. Помимо этого еще распространял информацию, то есть пикеты мы проводили и самовольно, там на фоне Казанского собора стояли с плакатами. Вообще тема ШИС для меня такое, очень больное место, потому что, дальше некуда, это уже все, край. Мало того, что раньше Архангельск спутали с Астраханью, то теперь его решили просто сделать, Архангельскую область сделать регионом-изгоем. Если построить тут помойку, а размер помойки, если представить себе более наглядно, это будет где-то 7,5 на 4 километра приблизительно. То есть представьте себе, мусор будет складироваться в брикеты, эти брикеты изначально планировались для транспортировки, но не для захоронения мусора. Они никоим образом не технологичны, то есть мусор будет разлагаться в открытую. Плюс это болото, то есть тут очень высоко залегают грунтовые воды. Это будет экологическая катастрофа для всего русского севера. Поэтому решил внести свой посильный вклад. В чем заключается вообще экоактивизм на ШИЭСе? Это препятствование незаконному строительству. Мы действуем строго в правовом поле. Мы никаких законов не нарушаем процессуальных норм, стараемся вести себя максимально корректно. Единственное, что мы обеспечиваем безопасность среды для человека и препятствуем незаконному строительству. Вы можете посмотреть, как варварски была подготовлена площадка, когда лес был на корню выкорчеван, просто навалены груды песка, щебня. Все это без малейшей экоэкспертизы и согласования. Мы хотим, чтобы это все было заморожено, потом свернуто. Есть такая версия, что это просто отмывание денег. Отмывание денег очень грязное. Когда просто куча стройматериала, она была свалена, зарыта, как-то еще варварски это все было проведено. Бесхозяйственно, наверное, да? По сути. Бесхозяйственно, Нерационально. безответственно, я бы сказал, по отношению к будущим поколениям и к самой среде. У нас есть в планах, во-первых, остановить стройку здесь, во-вторых, есть планы по рекультивации площадки. Что это значит? Садить деревья. Угу. Вот. А не поддерживаешь идею здесь создать, какой-то экологический, парк, не парк, лагерь, например, эколагерь? А он уже существует, по сути. По сути, это да. мы. То есть мы имеем полное право здесь находиться, полное право гулять, где мы захотим, если это не угрожает нашей безопасности. А нашей безопасности угрожает в основном, этому есть видеозаписи свидетельствующие, работники организации под названием «Гарант безопасности». Вот в чем парадокс. То есть на видео фиксируется, как они таскали женщин, швыряли их на бетонные плиты, расталкивали, оскорбляли экоактивистов при равнодушном наблюдении со стороны полиции. То есть все это подтверждается, я не голословно сейчас говорю. Вот. В последнее время нам стало все тяжелее нести вахту здесь в силу малочисленности. То есть можете представить, примерно сотня охранников ЧОП Гарант безопасности, порядка 80 сотрудников правоохранительных органов, плюс Росгвардия и ОМОН. Они вмешиваются не так часто, но в основном они занимают не то что промежуточную сторону, как гаранта соблюдения прав человека, вообще законности всего, но они занимают позицию ЧОП. То есть было составлено, допустим, в один день после инцидента в понедельник 20 заявлений в полицию. Производство по ним не ведется, не знаю по каким причинам. В то же самое время, если активисты нарушают какой-то закон, то суд происходит в тот же самый день. Да-да-да. Нас судили ночью, суд прекратился в 1:00 ночи. Серьезно? Да, абсолютно. Суды же не работают. Судья пошел на такой добровольный шаг, как бы продлил свой рабочий Как день. ты думаешь, для чего? Это, показательная порка? Да, это акция устрашения и выдергивания активистов. Наиболее активных выдергивают из лагеря, чтобы они не могли препятствовать каким-то провокациям, строительству, чему-то еще. Помимо препятствования строительству, то есть мы ведем фиксацию всех нарушений строительных норм. Вот, допустим, насыпь железнодорожная, экскаватор прорыл траншею, и там осталось буквально считанные десятки сантиметров до шпал. Это угрожало движению железнодорожного транспорта. Могла произойти авария, допустим, с крушением пассажирского состава. Тогда я не знаю, что бы тут было. То есть все это зафиксировано, отправлено в транспортную прокуратуру. Опять-таки, я говорю, это не голословно. Надеемся, что
после таких резонансных событий, как в понедельник, как недавнее задержание, как сегодняшнее задержание Древарха, абсолютно грубое, с нарушением процессуальных норм, они привлекут внимание к ШИИСу. Уже подключаются другие регионы, помимо Архангельской области, Республики Коми. Сегодня поступила информация, что об этой шиитской катастрофе уже стало известно в Барнауле. Активно работает Новосибирск, пикеты, просветительская работа. Помимо этого ведется работа с неравнодушными людьми из Кемерово, Ростова-на-Дону, Москве проходит одиночный пикет, ну, естественно, в Санкт-Петербурге, где вот из всех таких удаленных регионов, наверное, самая активная ячейка активистов, которую представляю в том числе и я. Хорошо, ладно, что дальше? Ну, допустим, стройку заморозили. Вот допустим, ее заморозили до сентября. Что дальше? Вот что в это время делать и что дальше делать? Какую мы видим проблему-то, по сути? Проблема основная. Отсутствие законных разрешений, отсутствие независимой... Вообще мы сильно сомневаемся, что экспертиза будет независимой. То есть наша задача основная сейчас — это максимальное привлечение внимания общественности, в том числе международной. Чтобы экспертиза вообще... ну, это грубое нарушение СНИП. При такой глубине залегания грунтовых вод нельзя здесь строить мусорный полигон. Чтобы это стало известно как можно большему кругу аудитории. Ну, будет известно дальше что? Это свертывание строительства, во-первых. Так. Увоз всей техники, рабочих, ЧОП, которым нечего будет здесь охранять. Так. Рекультивация. Так. И создание, по сути, прецедента, чтобы подобное ШИИСу не повторялось никогда и нигде более. То есть... Ну, а самое главное, то, что происходит уже сейчас, то, что мы добились, это эволюция сознания граждан. Помимо того, что это эколагерь, это еще и, можно сказать, юридическая школа. Гражданам разъясняются их права в отношении работников частных охранных предприятий, в отношении сотрудников полиции. То есть, как взаимодействовать максимально корректно, в рамках закона, опять-таки, как не допускать ущемления своих прав. Как граждан России. Мы находимся на территории лесного фонда Российской Федерации. Пусть она и сдана в субаренду организации сторонней, но мы имеем полное право здесь находиться. Конечно, мы не ведем капитального строительства, каких-то там еще противозаконных действий, которые бы нарушали нормы законодательства. Но вот этот палаточный лагерь, если бы он был незаконен, его бы давно убрали. Плюс, с чем мы сталкиваемся ежедневно, это провокации. Не так давно тут раскидывались листовки о том, что данный палаточный лагерь будет ликвидирован. Не знаю, какими силами, какими средствами, но будет ликвидирован. В итоге никаких подвижек. То есть это была, ну, просто акция на то, чтобы нас запугать. Вот. С чем сталкиваемся еще? Продолжение строительства. Как правило, выбирают период, когда нас здесь мало. Человек 25 находится в лагере. Разгрузочные работы на этой станции, которая по сути является пассажирской, выгружается песок. Это является грубым нарушением норм. Мы это все фиксируем. И причем выгрузка была в 5 утра. То есть расчет был явно на то, что активисты не успеют среагировать. К счастью, мы среагировали. Мы привлекли внимание полиции, которая по сути ничего не могла сделать, так как мы действовали в рамках законодательства, не нарушая никакие нормы, не подвергая себя опасности, не подвергая опасности других лиц. Но в то же время было заведено несколько административных судопроизводств в отношении этого, которые не имели под собой никаких оснований, потому что данные работы являются незаконными. Мы старались обеспечить безопасность. Нам же вменяли в вину то, что мы, наоборот, подвергали себя опасности, препятствовали работе строительной техники, препятствовали эксплуатации объектов, на которых действует особый режим. Это было чисто голословное обвинение, безосновательное. Причем нам вменяли несколько уже дел. Если не ошибаюсь, суд производств 4 или 5 было по статье Кодекса об административных правонарушениях 20.2.2, часть 3. Данная статья предусматривает санкцию в виде штрафа от 150 до 300 тысяч. То есть это была мера психологического давления.
Плюс, когда велось первое судопроизводство, ну, два первых судопроизводства, когда меня и моего товарища транспортировали безо всякого протокола. У нас были с собой только паспорта, мы не успели взять вообще ничего, не успели связаться с нашим юристом. Нас завели в Урал ОМОНовский, сопровождали 10 ОМОНовцев, запрещали пользоваться телефонами, то есть вести фото, видеосъемку. Это уже впоследствии, когда меня транспортировали второй раз в этом же Урале, я вел видеосъемку с фиксацией всех фактов и имен задержанных и выложил это в сеть. Вот, нас привезли в неизвестном направлении первый раз. Погрузили в багажник УАЗика, везли непонятно куда. Сказали сначала, что везут в Урдаму, потом, что везут писать протоколы. В итоге нас привезли в Велигорское отделение полиции. Там вместе, не вместе правонарушения, которое нам вменялось, а вообще за 130 километров были составлены протоколы сотрудниками полиции, которые не были свидетелями событий. Тут же состоялся суд. То есть в пределах одних суток, вот прям как 37-й год, до часу ночи нас судили. Это было еще не все. Во второй раз там собралась активная неравнодушная общественность в Ильинско-Подомском, которая дежурила у здания суда, у отделения полиции. Поэтому нас решили закрыть на 18 часов в КПЗ по данному судопроизводству. Кстати, в отношении как меня, так и Ильи Трубачева, которого тоже задержали, судопроизводство не было заведено. То есть судья сам отклонил материалы дела, сказав, что допущены нарушения. То есть нас просто, грубо говоря, выдернули, задержали, мы там ночевали в камере, у нас изъяли все вещи, а потом сказали: ой, извините, ребята, тут что-то сделано не так, давайте мы вас потом известим. Ну, вот такие дела творятся на ШИИСе. В общем, ребят, хотелось бы, чтобы вы были неравнодушными. Я, конечно, не склоняю ни к принятию ничьей точки зрения. Смотрите на факты, разбирайтесь в ситуации, анализируйте разные источники информации. Обращайтесь непосредственно к очевидцам. Мы рады любому контакту. Мы открыты всем. Вот. Спрашивайте, узнавайте, приезжайте, смотрите своими глазами. Тут на самом деле безопасно. Несмотря на все эти видео кошмарные, мы стараемся то, чтобы опасности не подвергался здесь никто. И прежде всего, мы заботимся о безопасности окружающей среды, чтобы не было тут вот такого хаоса, вот такого ада. Поэтому добро пожаловать в ШИЭС. Мне кажется, гражданское общество рождается здесь и сейчас. Рад был вам рассказать о ШИЭСе. Всего доброго.